Он проигрывает гиенам в хватке, львам в силе и весе и даже леопардам в способности лазить по деревьям. Однако его неоспоримым преимуществом является скорость, которая досталась невероятно высокой ценой. Охотник, поставивший на кон все, чтобы финишировать первым, ведь для него это единственный шанс выжить во враждебной саванне. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – кот, бросающий вызов гравитации – непревзойденный гепард. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. В отличие от большинства кошачьих, гепард выходит на промысел в светлое время суток, пока более опасные соседи отдыхают от ночной охоты. Этот хищник не устраивает засады. Сократив дистанцию, он пытается нагнать добычу в скоростном забеге. Имея невероятно гибкий позвоночник, окутанный множеством мышц, всего за 3 секунды охотник разгоняется до 90 км в час, а его максимальная скорость по различным оценкам может приближаться к 120. Такие показатели возможны лишь при скромном весе. У этих животных относительно тонкие кости и минимальный процент жира. Однако при собственной массе всего в 40-50 кг большинство обитателей саванны становятся слишком трудной целью. Даже когда речь идет о детенышах, ведь чтобы все прошло гладко, нужны идеальные условия. Одно непредсказуемое движение матери, и погоню нужно начинать сначала. Органы хищника максимально увеличены, что позволяет поддерживать экстремально высокий обмен веществ, и это сопровождается невероятно быстрой потерей энергии. Поэтому попытки строго ограничены, и каждая холостая гонка может стать последней. Как следствие, гепарду приходится тщательно выбирать мишень, и отбившийся теленок становится лучшим вариантом. На такой скорости кинетическая энергия гепарда зашкаливает, и даже относительно слабые удары обретают невероятную мощь, что позволяет с легкостью сбивать добычу с ног. После чего охотник смыкает шею жертвы, перекрывая доступ к кислороду. С небольшой добычей такой трюк дается легко, но ради скорости гепард пожертвовал и мощными челюстями, поэтому с усмирением серьезной цели часто возникают проблемы и даже риск для собственной жизни. Хотя после серии попыток охотнику все же удается довести дело до конца. Поимка добычи – лишь подготовительный этап перед обедом. Будучи самым слабым среди крупных африканских хищников, гепард не должен привлекать лишнего внимания. Даже после короткой пробежки его пульс подскакивает до 250 ударов в минуту. Делая по 2 вдоха в секунду, хищник не притронется к еде, пока не нормализует сердечный ритм. Кроме того, истощенный после погони, гепард не способен дать отпор конкурентам, чем активно пользуются гиены, львы и леопарды. Таким образом, с трудом добытая пища нередко становится вражеским трофеем. Гепард – единственный представитель кошачьих, не способный втягивать свои когти. Это лишает его одного из главных орудий охотника. Как и у собак, когти гепарда тупятся при беге, но взамен хищник получает дополнительное сцепление с поверхностью, что позволяет моментально менять направление и зачастую играет решающую роль в погоне. Однако также это делает невозможным использовать деревья в качестве убежища. Маскировочный окрас становится одним из немногих инструментов, которые не противоречат скоростной натуре. Поэтому, оттащив добычу в более защищенное от чужих глаз место, гепард наконец может спешно поглотить свой обед. При этом он никогда не возвращается к добыче, хотя съедает обычно не больше половины. В этом нет смысла, ведь саванна просто кишит падальщиками, которые в считанные минуты не оставят от туши и кусочка. Скорость приходится использовать не только на охоте, но и для спасения собственной шкуры. В том числе от потенциальной добычи, которую вовсе не радует подобное соседство.
Даже приматы не ведутся на устрашающие уловки и спешно прогоняют гостя со своих владений. Небольшие газели становятся идеальной мишенью для столь легкого охотника, но они невероятно быстры и маневрены. Резкими сменами направления эти копытные могут запросто оставить позади даже самого быстрого преследователя, поэтому легкой добычи для гепарда просто не существует. Газель Томпсона при среднем весе до 30 кг является любимой целью взрослого охотника, но даже невзирая на скромные размеры, ее острые рога могут нанести серьезные травмы. Однако порой целью гепарда становятся копытные, значительно превосходящие в весе, и единственный способ осуществить задуманное – заручиться поддержкой себе подобных. Такая охота сопряжена с повышенным риском, ведь один удар массивными рогами или копытами может нанести непоправимый урон хрупкому телу гепарда. Однако слаженная работа, отвлекающие маневры и полная самоотдача – залог успеха даже в неравном бою. Лишь используя всю свою массу, хищники могут рассчитывать на благоприятный исход. Союз молодых самцов, которые охотятся, едят и отдыхают вместе, довольно частое явление, ведь это значительно упрощает жизнь в африканских саваннах. Подробнее о коалиции гепардов вы можете узнать в одном из предыдущих выпусков. Как и у других кошачьих, мать воспитывает потомство в одиночку. У нее может быть до 8 котят. Однако не у всех есть хорошие шансы увидеть взрослую жизнь, ведь даже шакалы могут быть смертельно опасны для малышей, хотя под опекой матери они уже проявляют свой хищный нрав. В 2-месячном возрасте малыши начинают переходить на твердую пищу. Совсем скоро они начнут сопровождать мать на охоте, а после получат шанс самостоятельно расправиться с первой добычей. 50 лет назад популяция гепардов насчитывала около 14 тысяч особей, однако сегодня эта цифра уменьшилась вдвое. Исторический ареал обитания сократился почти в 10 раз, на что повлияла не только деятельность человека, но и конкуренция с другими хищниками, в особенности львами. В настоящее время численность животных продолжает снижаться примерно на 2% ежегодно, и совсем скоро эти уникальные и грациозные спринтеры могут оказаться на грани исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!